Вадим Красносельский встретился с российским послом. В рабочем кабинете президента ПМР состоялась встреча главы Приднестровского государства Вадима Красносельского с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Участие в дискуссии принял министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Приветствуя гостя, Вадим Красносельский подчеркнул значимость поддержания контактов, особенно в столь сложное время. Президент ПМР отметил, что трудности двух минувших лет, связанные с пандемией коронавируса и ее последствиями, сменили новые испытания геополитического происхождения, которые оказывают серьезное негативное влияние на положение дел в Приднестровье. Несмотря на все сложности, Приднестровье сохраняет приверженность принципам миролюбия и добрососедства, выстраивая диалог исключительно в мирном русле, сказал Вадим Красносельский, подчеркнув, что в ходе различных встреч он нацеливает международных партнеров придерживаться этой позиции. «Я стремлюсь сделать так, чтобы нас услышали, пытаюсь снять все возможные спекуляции вокруг Приднестровья, которые появляются в интернет-пространстве, в различных СМИ, в заявлениях тех или иных должностных лиц, убеждая, что Приднестровье не агрессор, Приднестровье не вынашивает планов нападения на своих соседей ни на Украину, ни на Молдову. Но если будет агрессия в сторону Приднестровья, естественно, приднестровский народ встанет на защиту своей родины», подчеркнул президент ПМР. Вадим Красносельский напомнил о десятке террористических и провокационных актов, отметив, что правоохранительная система республики контролирует ситуацию. Преступления расследуются. Возбуждены уголовные дела. По одному факту установлены заказчик и исполнители. Расследование других продолжается. Вадим Красносельский указал на взаимосвязь всех этих терактов. Отдельно собеседники остановились на приднестровско-российском взаимодействии. Говорили о нарушенной экспортно-импортной логистике и недоступности рынков сбыта. Особое внимание уделили ситуации, в которой оказались сотни тысяч проживающих в республике российских граждан и соотечественников. «Меня очень волнует гуманитарное взаимодействие между Приднестровьем и Российской Федерацией, конкретно получение гражданства РФ и замена действующих документов. На сегодняшний день сложилась катастрофическая ситуация с работой консульского пункта. Наши граждане, имеющие российский паспорт, очень недовольны работой пункта консульского обслуживания в Тирасполе. С 17 марта 2020 года по 31 мая 2021 года по причине пандемии консульский пункт практически не работал. Понятно, можно было сослаться на пандемию, хотя, по большому счету, органы госвласти и управления в Приднестровье работали, функционировали. Пандемия никак не повлияла на взаимодействие граждан с госучреждениями нашей республики. Потом по непонятной причине были сокращены штатные единицы в самом консульском пункте. Это все привело к тому, что на сегодняшний день свыше 20 тысяч граждан нашей республики, имеющие российский паспорт, не могут получить или заменить документы, констатировал Вадим Красносельский. Он акцентировал внимание на неэффективности механизма ведения записи граждан, отметив, что действует только электронный прием заявлений, при этом система нередко дает сбои, а ресурс все чаще недоступен пользователям. Глава Приднестровского государства привел примеры сложных жизненных ситуаций, которые оказались для приднестровских россиян безвыходными из-за проблем с документами, подчеркнув, что происходит нарушение прав граждан. Еще один аспект, на который указал Вадим Красносельский – наложение штрафных санкций за несвоевременно продленные документы. Размер штрафа – 1170 лей. То, что граждане стали заложниками обстоятельств, и их вины нет, в расчет не берется, отметил Вадим Красносельский. Он напомнил о своем обращении в адрес высших должностных лиц Российской Федерации по обозначенной проблематике, а также о заверении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в том, что вопрос в скором времени будет решен. Глава государства упомянул и недавно подготовленное обращение членов Совещательного собрания первых приднестровских депутатов, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Вадим Красносельский передал документ адресату через посла.
В ходе беседы с российским дипломатом президент ПМР отметил также, что мировое сообщество активно обсуждает новости о том, что Россия объявила о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям ряда зарубежных территорий. А как быть нам? Почему к Приднестровью такое отношение? Это неправильно. Мы поддерживаем русскую культуру, русский мир, у нас гармонизация с Российской Федерацией, подчеркнул Вадим Красносельский, обратившись с просьбой вернуться к решению существующих проблем, активизировать работу в этом направлении, выполнить обещания, данные приднестровцам. Олег Васнецов в свою очередь рассказал о работе, которая ведется посольством. Дипломат подчеркнул значимость обмена мнениями и открытого обсуждения актуальной повестки. Российский дипломат сообщил о запланированном на будущую неделю визите в Приднестровье посла по особым поручениям МИД РФ Виталия Трепицына. Приезд должностного лица в Тирасполь ожидается 19 июля.